И мы перед тем, как привести пример о Робинзоне Крузо, конкретный, посмотрим дело в общем. Вот герой Возрождения, он еще и путешественник. Путешественник в самом обычном смысле, он меняет географические места. Он посещает разные общества. И что он видит? Он видит, что во всяком обществе есть свои правила, что социальные правила относительны. Вы знаете, в туристическом бизнесе в 20 веке была такая проблема – создать справочник для туристов, которые путешествуют по миру, такой, чтобы хотя бы знать, где как кивать головой, чтобы сказать, например, нет или да. Хотя бы так. Так вот, эта идея, этот проект провалился. Такого справочника невозможно создать. Это вечный двигатель. И тогда, наверное, наш герой, маленький герой, попадет в такую ситуацию, где ему нужно будет, где ему жизненно важно будет различить социальное и культурное. Ему нужно будет понять, что есть правила или нормы, общие для всех людей. Общие для всех людей. Общечеловеческие культурные нормы. Он различит социальное и культурное, и тогда, наверное, поймет. Я сейчас произношу слова без пафоса, их обычно произносят с пафосом, и тогда он поймет, что теперь в современном обществе культура общечеловеческая, а не местная, и в принципе за нее отвечает, я говорю, в принципе. То, что не так в реальности, это другое дело. В принципе, за сохранение культуры отвечает каждый человек. А сейчас мы посмотрим, как это будет в случае Робинзона Крузо. То, что остров необитаем, мы сказали это очень условно. На острове бывают люди, правда, Робинзону еще непонятно. В ту пору англичане таких людей именовали дикарями. Это дикое племя каннибалов. Робинзон замечает след не своей ноги, а потом с ужасом видит, как племя привозит своих пленников и что делает? Просится слово «убивает». Будем осторожны со словами, скажем так, забивает и съедает их. В слове «убийство» мы попробуем разобраться подробнее. Забивает и съедает их. Первая реакция Робинзона – страх. Во-первых, ему отвратителен этот обычай, а кроме того, есть просто страх за собственную жизнь. Его могут самого поймать и съесть. Что он начинает строить? Прямо по Фрейду. Он начинает строить защитные механизмы. Отрыл новую пещеру, технически оборудовал ее. Теперь он в этой пещере в безопасности, а они все не едут. Даниэль Дефо дает ему время подумать о многом важном для человека. Осмелел в своей пещере, вышел на поверхность, здесь хозяин я. Сейчас они сюда приедут, я здесь все так оборудую, что когда они явятся, я их всех убью. Они друг друга убивают, а я их сам убью, чтобы они мне не мешали. А они все не едут. И тогда он начинает соображать. Забегая вперед, скажем, какой должен быть настоящий личностный вопрос? Быть или не быть? Помните, душа не имеет частей. Либо должен быть выбор. Посмотрим, в какую ситуацию попадет сейчас он. Он соображает, ладно, этих я убью, но их будет немного. А дальше? Наверное, затем приедут дикари уже в большем количестве, они будут агрессивнее. Положим, что я и их убью. И так будет продолжаться, и в результате либо-либо. Сейчас мы увидим пример
ложного личностного вопроса. Либо такой был должен настоящий личностный вопрос. Или не быть. А сейчас вместо слова «или» появится тире. Посмотрите, один крайний вариант. Его все-таки поймают и съедят. Как его съедят? Кто он погибнет? Поверьте, я сейчас не играю словами, это только кажется игрой слов. А на самом деле дело серьезное. Как дикари живут? По законам мы и они. Кто Робинзон для них? Скажем, потенциально съеденный Робинзон для них. Он они. Он станет как они. Возьмем другой вариант. Он будет убивать их столько раз, сколько они будут приезжать. И в конце концов он станет для них чудовищным, страшным, коварным и так далее. Они. Так где ж тогда либо-либо? И в том и в другом случае он станет как они. То есть он станет дикарем. И тогда уж я не знаю, как у него там скрипят извилины, потому что, наверное, дым идет. Но он начинает соображать, что то, что им на этом диком острове можно, то ему, современному человеку, уже нельзя. Современному человеку, в принципе, нельзя убить себе подобного. Нельзя убить себе подобного. Почему? Потому что это самоубийство. Тут недавно, я сам не смотрел, была передача, я могу перевирать, поскольку сам не смотрел, но мне пересказывали так, что некий потенциальный заказчик убийств спрашивал, что ему делать, обретать эту профессию или нет. И якобы там сидели психологи, они были беспомощны ему ответить. Грех на этих психологах, плохо учились, если учились у нас. А ответ-то какой? Хочешь убивать людей? Молодец. Нет, хочешь убивать плохих людей? Он такой, Робин Гуд. Убери слово «плохих», рассуждай логически. Хочешь убивать людей? Хочешь убивать себе подобных? Я не знаю, у нас не урок логики, но в результате несложных умозаключений делаешь вывод. Я есть плохой человек. А я хороший. Или на языке Фрейда. Я стремлюсь к Танатосу. Я стремлюсь к смерти, к самоубийству. Скажет, ну ты ведь жив. И тогда, зачем ты сюда пришел? Ты вот такого элементарного не можешь понять? Говорят, что вроде бы нечто подобное говорил ведущий передачи Владимир Познер. Честь ему и хвала, и горе тем психологам. Они не профессионалы. А мы вернемся к Робинзону. И так он понял, не убий. И тогда он посмотрел на этих дикарей и догадался об очень важном. Ведь эти дикари тоже соблюдают принцип «не убий», но только на своем уровне. Они не убивают себе подобных. Они не убивают членов своего племени. Они воюют с другим племенем, а это не убийство. На традиционном языке тут нет никакого убийства. И тогда оказывается, что они соблюдают один и тот же принцип, но только для одних мы. Это наше племя, а Робинзон Крузо, для него, его круг общения в пределе весь мир. Ему нельзя убить никого. И Робинзон Крузо становится гражданином мира. Привести еще один пример. И тогда Робинзон Крузо может вспомнить, как на своей родине он видел трагедию некоего Шекспира. И вроде бы она называлась «Ромео и Джульетта». А ситуация там такая. Средневековый город, нет, уже город в эпоху Возрождения, держит два преступных клана.
уберем слово преступных, два клана. Они держат город, власть бессильна их помирить. А они, как увидят друг друга, они сразу начинают драться, считая драчунами друг друга. Мы и они. И вот случается неожиданное. Юноша из одного клана и девушка из другого полюбили друг друга и при этом нелепо погибли. Самое интересное, что им все желали добра, а они погибли. И что тогда? И тогда каждый член этих двух кланов может задуматься, как отнестись вот к этому феномену любви и смерти Ромео и Джульетты. Для человека традиции это будет предупредительный символ. Вот не делай так. Видишь, чем кончается? А для человека современного это будет всего лишь символ возможности заключать браки вне своей семьи. Вне своей семьи в социальном смысле. Выбирать жениха и невесту в любом обществе. Кто здесь прав? Давайте пригласим для ответа какого-нибудь современного автора. Этот автор Клод Леви-Стросс, специалист по древним легендам. Леви-Стросс говорит, первый культурный запрет – это запрет инцеста, это запрет на кровосмешение. Нельзя заключать браки внутри своей семьи. Надо выйти за ее пределы. Если заключаться браки будут внутри семьи, семья умрет. Биолог скажет, умрет физически. А Леви-Стросс культуролог, социолог, он так не скажет. Он скажет, ну вот есть два общества, а казалось бы, внутри одного есть юноши и девушки, заключайте браки между собой. Почему бы этого не делать? Нет, почему-то обращаются к другому обществу, и происходит обмен женихами и невестами. А Леви-Стросс объясняет, зачем это нужно. Потому что если бы этого не было, то не было бы обмена знаками, обмена языком. А если человек перестанет пользоваться знаками, он исчезнет как человек. Причем, знаете, самое это неприятное в том, что когда из традиции вышел, назад вернуться уже нельзя. Это все равно, как из детства вышел, столкнулся с проблемами, думаешь, ой, как много проблем. Хочется опять назад в счастливое детство. Не бывает. Хочешь назад в традицию, а попадаешь в архаику. Но это особый разговор. И тогда мы скажем, вот каждый член этого клана, Монтекки и Капулетти, теперь задумается, и вместо «мы» и «они» появятся «я» и «оно». Если здесь возникнет война, посмотрите, какой она будет. Робинзон Крузо кем стал? Гражданином мира. Война эта будет теперь, современная война, будет называться гражданской или мировой. Что одно и то же. Любая гражданская война – это разрушение мира, разрушение общества. И тогда чуть-чуть скажем, что, конечно, в гражданской войне не бывает правых и виноватых. Это в социальной войне мы и они воевали как правые с собственной точки зрения. А в гражданской войне есть, пожалуй, палачи и жертвы. Палачи и жертвы. Причем каждый палач считает себя жертвой. И вы знаете, замечание не для слабонервных. И если там повторится феномен Ромео и Джульетты,
враги. И вдруг среди одних возникает Ромео, а среди других Джульетта. Не будем пугать чем-то современным, скажем, фильмом Лилианы Кавани «Ночной портье». Может быть, о нем нам рассказывать рановато. Мы возьмем пример поспокойнее. Рассказ Лавренева, советского писателя, рассказ Лавренева «41-й». Девушка-снайпер, красный боец, подстрелила 40 врагов, а в 41-го недостреленного влюбилась. И он стал ее Робинзоном, он ей о культуре рассказывает, она его дикарка Пятница. Но, к сожалению, не захотела она в культуру. И нарушила правило «не убий». Тот, кто читал этот рассказ или хотя бы смотрел первый фильм Григория Чухрая, тот знает, о чем я говорю. Ну, а еще один пример привести. И этот пример последний. А у Шекспира есть и другая трагедия. И называется она «Гамлет». Простите, Гамлет убивает убийцу своего отца. Теперь давайте посмотрим. Будем внимательнее. Спросим, Гамлет убийца? С бытовой точки зрения он может не считаться убийцей на таком языке. Ведь убили его отца. Он отомстил за отца. Это традиционное рассуждение, обычай кровной мести. Из твоей семьи кого-то убили, убей кого-то из той семьи, где убийца. Кровная месть. Это современная гражданская война. Это обычай дикарей. Он неуместен. Попытаемся доказать, что Гамлет не является убийцей и в современном смысле слова. Убили его отца, и явился некий дух. И дух этот сказал: «Змея, убийца твоего отца, в его короне, отомсти за подлое убийство. И при этом, конечно, не посягай на мать. Бить женщину нельзя, потому что нельзя». Вот условия его задачи. Отомсти, а мать – это жена убийцы. И тогда к чему он прибегает, Гамлет? Он прибегает к культурному средству, к театру. Он показывает Клавдию, и теперь мы назовем этого убийцу настоящего в пьесе Шекспира. Там настоящий убийца Клавдий, а не Гамлет. Он показывает Клавдию, нынешнему ложному королю, пьесу. Я думаю, что пьесу «Гамлет» мы все-таки читали, и не надо ее пересказывать в деталях. Короче говоря, он проверяет убийцу. Он показывает ему то же самое, что тот совершил. И в страхе убийца убегает. Как прекрасно это сделано в отечественном фильме Михаилом Михайловичем Названовым. Клавдий ревет от ужаса. Казалось бы, он должен испугаться. Но он не спасется, он желает зла другому, тот убивает себя. Помните, что сказал Раскольников, когда он все-таки убил нелепую старушку-процентщицу? Он сделал вывод: я себя убил. Так вот, Клавдий самоубийца. Но дело в том, что самоубийца убивает себя собственной рукой, а это не единственный вариант. Желающий зла другому может быть убит другой рукой. Я не буду говорить высоких слов, каждый подумает, о чем он подумает там. Лермонтов сказал: но есть и Божий суд на перстнике разврата и так далее, и так далее. То есть рука может быть другой, не этой рукой, не собственный убит Клавдий. А почему убит? А потому что он продолжает строить козни.
Он чужими руками хочет убить Гамлета, отправляет его в путешествие в Англию с подметным письмом, чтобы подателя сего уничтожить. И тогда Гамлет возвращается, а Клавдий не унимается. Клавдий не унимается, потому что опять строит козни, находит другую руку, отравленный клинок, чтобы убить Гамлета. И чем все кончается? Смертельно раненый герой, на этот раз уже не маленький, пожалуй, а собственно герой. Он посылает этот яд на конце шпаги. Помним эту фразу. «Ступай, отравленная сталь, по назначению». Это что, убийство со стороны Гамлета? Нет, это самоубийство со стороны Клавдия. Это, конечно, так. Ну и давайте, немножко у нас как-то такой пафос, который надо снимать. Мы оставляем общественную историю, переходим сейчас к индивидуальной, а перед тем, как это сделать, приведем маленький пример. И вот когда личность выскочила из социального индивида, она все время кричит «я». И на эту тему есть замечательная российская притча про лягушку-путешественницу, которая жила в своем болоте, скажем, в традиционном обществе, создала культурное средство, я бы сказал, социокультурное средство, потому что птички взяли в клювике соломинку, она зацепилась за нее своим ртом, и вот ее несут в дальние страны, пошел переход ко второму рождению, а зеваки смотрят, говорят, и кто же это, интересно, придумал такое интересное социокультурное средство? И она пыжится, а потом все-таки громко заявляет о том, кто создал это средство, громко кричит «я», и на этом ее путешествие заканчивается. И она попадает, ну куда она попадает? В длинную очередь пациентов-психоаналитиков. Личность в онтогенезе. Личность в онтогенезе. Вы знаете, здесь мы начинаем с вами быть уже более аккуратны. Мы далеки от литературных примеров.